Тестирование скорости работы Wi-Fi домашнего роутера ZTE ZXHN H298A. Данный маршрутизатор позиционируется как высокопроизводительный или продвинутый. Он оснащен гигабитными портами, в том числе и Uplink. То есть он готов предоставить вам скорость доступа в интернет выше 100 мегабит. В отличие от бюджетных устройств, если провайдер, конечно, будет готов предоставить вам соответствующий порт на коммутаторе и 4-парный UTP кабель. Гаджет имеет значительный размер. На борту имеется 2 порта телефонии, отсутствующих в бюджетных малопроизводительных решениях. Имеется USB-порт, к которому безрезультатно пытался прикрутить внешний винчестер по протоколу Samba. И 2 кнопки VPS для быстрого подключения без настройки, например, Wi-Fi репитера. Отличительной чертой высокопроизводительных интернет-шлюзов является поддержка сети Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц и поддержка высокоскоростного протокола Wi-Fi 802.11ac в данном диапазоне. На наклейке снизу имеется знак Wi-Fi сертификат, то есть ZTE получил на данную модель сертификат Wi-Fi Альянс, что говорит о качественной поддержке протоколов устройством. Wi-Fi антенны спрятаны в корпус. Раскрутив коробку, обнаружил отдельные 2 радиомодуля на 2,4 и 5 ГГц, парой впаянных в печатную плату антенн. Для каждого из диапазонов своя пара в виде небольших кусочков железных пластин. Антенны одного диапазона стоят относительно друг друга под углом 90 градусов. Бытует мнение, что наилучший Wi-Fi дают роутеры с внешними штырьковыми антеннами, но по своим ранее проведенным тестам я не заметил разницы. Проведенные тесты сегодня подтвердили мои наблюдения в общем зачете. Среди 75 проведенных тестов он занял 3-е и 4-е место, уступив GPON терминалу Sercom. Но лучший тест проводился по протоколу Wi-Fi 802.11ac. А сегодняшний тест проводился планшетом, не поддерживающим протокол AC. Тест проведен по протоколу Wi-Fi 802.11n. Второе и фактически первое по N протоколу место занимает как раз рогатый роутер Asus RT66U. Сегодняшний тест уступает ему 16 мегабит, или чуть более 10% по скорости. Все-таки хоть и с небольшим преимуществом победил рогатый роутер. Следующий тест я проведу планшетом Samsung, поддерживающий протокол AC. Посмотрим, кто победит в следующий раз. После большой таблицы со всеми проведенными тестами и малой зачетной таблицы, только с лучшими тестами по каждому типу устройств, показал схему план квартиры с зоной покрытия сети Wi-Fi и с средними скоростями по каждой измеряемой точке. Как видите, расчетный цвет точно совпадает со средними скоростями по всем 7 контрольным точкам. Теория сходится с практикой. Теоретически и практически нельзя получить равномерные скорости в среднестатистической квартире 60 квадратных метров. Но современные домашние интернет-шлюзы представляют достаточно высокую скорость для комфортной работы всех устройств и сервисов, чего нельзя сказать об устаревших устройствах, находящихся на последних местах в зачетных таблицах.